Приветствую вас, мои хорошие. Надеюсь, у вас день задался. Это видео выходит немного позже, чем я обещал, так как у нас сейчас завал по работе. Все вы знаете, что мы фиксим сейчас баги с ID, с розовыми текстурами, с дрифтингом и так далее. Также мы занимаемся контентом в новом обновлении, которое выйдет очень скоро. Мы добавим новый контент, поэтому ждите информацию о нем. Вот, что хотелось бы еще сказать. Еще хотелось бы сказать, что кто подписался, тот молодец. У меня уже 25 тысяч подписчиков. Я очень рад этому. Все благодаря вам, друзья. Спасибо, что вы так оперативно начали подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии. Все комментарии я читаю, будьте уверены. Вы это видите. Я стараюсь на правильные вопросы, на важные оставлять свой комментарий, свой ответ, да. Но иногда, когда пишут мне, добавьте какую-то машину там и так далее, я ставлю просто лайк. Это означает, что я эту информацию зафиксировал у себя. Мы обязательно ее рассмотрим и положим там, где у нас очень множество просьб и так далее. Будьте уверены, все машины рано или поздно добавятся. Мы добавим все машины, поэтому не сомневайтесь и ждите. Давайте перейдем к основному видео. Сегодня мы будем, вы поняли, наверное, по превью, что обозревать шины. С новым обновлением мы ввели систему шин, индикаторы, прогревы, износ шин и так далее, так далее. Сейчас я вам быстренько все объясню, как это работает. Надеюсь, вам понравится. Если вы сочтете видео полезным, поставьте лайк. Я надеюсь на это. Давайте перейдем в гараж. Все мы сразу при покупке новой машины идем в гараж, настраивать ее, настраивать винил, внешний вид и так далее, поставить колеса. Это самая любимая, наверное, наша часть. Давайте перейдем сперва во внешний вид. Так, я уже поставил дисочки. Так, давайте перейдем, где у нас диски, колеса. Смотрите, все вы в первую очередь заметили этот ползунок. Но не все понимают, что оно придает не только визуальный стиль, вид и так далее, но и это влияет на цифры. Смотрите, если я ползунок вверх ставлю, да, то есть у меня резина становится широкопрофильной. Что это означает? Это означает, что у меня сцепление с дорогой будет лучше, значит будет управляемость лучше. Минус в том, что вы немного теряете скорости. А если мы ставим такие широкие, то есть сцепление с дорогой хуже намного, значит в управлении вы однозначно теряете, но скорость у вас соответственно выше. Поэтому соблюдайте баланс и обращайте на это внимание, когда вы занимаетесь именно колесами. Надеюсь, это было полезно. Перейдем сейчас дальше. Так, я поставлю широкопрофильную резину. Так, у нас есть в разделе тюнинга, в другой, если перейти, то появились три шины. То есть это спортивные, Sport Tire, Touring. Я это не знаю, как переводится точно, но это между средними, да, то есть между спортивными и внедорожными оффроуд. Такие, то есть стандартные, скажем так. Возьмем, наверное, Sport Tire. То есть Sport Tire, соответственно, сцепление лучше, управляемость лучше, скорость чуть-чуть хуже. Оффроуд, соответственно, будет управляемость хуже, но скорость лучше. Запомните это. Надеюсь, я вас не запутал. Возьмем мы Sport Tire, поставили. Тут значения можете зафиксировать, посмотреть. В принципе, эти значения уже существуют давно, поэтому, я думаю, будет несложно вам разобраться в этом. Так. Теперь дальше перейдем именно в игру. Я вам покажу, что за что отвечает, какие индикаторы появились у нас. Я думаю, все их заметили. Возможно, кто-то не заметил, но если кто заметил, может не понимает, как это работает. Сейчас перейдем в игру и обязательно посмотрим. Ну что, мои хорошие, я зашел в игру. Давайте сейчас я вам быстренько покажу, что за что отвечает. Если посмотреть на спидометр, то у нас справа появилась вот такая шкала, и слева, соответственно, тоже буква F и буква R. То есть это отвечает за передние колеса, температура, а это за задние. То есть это датчик температуры, запомните. То есть смотрите, кстати, обратите внимание, я поставил спортивную, и у нас визуальный вид изменился колес. То есть какие бы вы шины ни поставили, они визуально у вас будут меняться. Это интересная фишка, я думаю, вам понравится. И в будущем я надеюсь, что мы еще введем не одни шины, добавим ассортимента в игру, скажем так. Ну что, во-первых, давайте разогреем задние шины и проверим износ. И вообще посмотрим, как именно датчик работает. Для этого нам нужно немного подрифтить. Сейчас, секундочку, поставлю дрифт мод, на котором я не особо-то люблю ездить. Вернее, люблю, не получается. Да, не получается.
Так, ну, теперь наша задача разогреть эти шины. Давайте на месте покрутимся. Так, у нас сейчас напрягаются именно задние колеса. Если вы обратите внимание, видите, ползунок становится немного желтоватым, и стрелочка именно прогрева показывает, что наши шины разогреваются. Кстати, сейчас пока не разогрел, скажу очень важную деталь. Перед гонками лучше прогревать свою резину, потому что сцепление с дорогой будет чуть-чуть лучше. Смотрите, если я начинаю ездить, прогревать резину переднюю, заднюю, то есть у меня ползунок поднимается, и соответственно это как бы очень хорошо влияет именно на драг. Поэтому перед драг как бы гонкой постарайтесь прогреть. Если вы заметили, если кто смотрел Лиман какой-нибудь, либо, ну, еще какие-нибудь гонки, то есть там постоянно есть прогревочный заезд, да, то есть пилоты как бы на своих машинах выезжают и вот так вот такими вот маневрами прогревают свои как бы шины. То есть это такая практика из жизни, и у нас она тоже работает. Надеюсь, вам понравится. Ну, давайте прогреем теперь шины. Я это дальше момент как бы ускорю, чтобы вас не утомлять. Обратите сейчас внимание, что начала моргать именно шкала задних колес. Соответственно, это нас предупреждает о том, что наша резина начала изнашиваться. То есть она моргает, моргает. И потихоньку, вот видите, правая шкала — это шкала именно износа резины. Скоро начнутся проценты. То есть когда какой-то отметки, я уже не помню, критической, то ли 60, то ли 80%, начнутся тут, появится индикатор именно процентов. И вы будете знать, сколько у вас осталось именно жизни для этой резины. Вы, наверное, заметили, 67% появилось. По-моему, на 70, значит, процентах или 88, по-моему, 60, да, 60. То есть на 70, скорее всего, процентах эта шкала появляется, чтобы вы понимали, сколько у вас осталось жизни. Давайте убьем резину хотя бы до 15% и посмотрим, что будет. Ну все, в принципе, друзья, я убил свою резину до 1%, решил оставить один несчастный процент своей резине задней. Если вы обратите внимание, то она почернела, потеряла свой рельеф, то есть резина износилась практически полностью, остался 1%. И на что же это сыграло роль? Давайте мы проверим сейчас, включим как бы полный привод и попробуем проехаться. И мы как бы поймем, насколько изменилось наше как бы управление. Так, слушайте, управление гораздо стало хуже за счет того, что наша резина задняя как бы износилась. Произошел износ резины, и поэтому нам очень сложно стало как бы водить. Я думаю, что кто хочет именно начать дрифтить целиком, то есть получить хороший дрифт, вам нужно в первую очередь износить резину, и вам гораздо лучше, как бы, ну и удобнее будет именно входить в дрифт. Вот, это по поводу индикаторов. Что же я забыл? Я мог забыть, сейчас я быстренько вспомню. То есть, смотрите, кстати говоря, может для кого-то это будет секрет. Кстати, я только что ушел, у меня управление полностью пропало. Я то есть вошел, да, меня кинуло в бочину. Поэтому реально резина как бы играет роль. Поэтому если кто хочет именно водить с удобством, следите за резиной. Смотрите, какой важный момент есть. У нас каждое отдельное колесо на этой машине, как бы износ происходит шины отдельно. То есть это отвечает... У нас есть индикатор задних колес. На самом деле каждая резина, каждое колесо, то есть у нас само по себе. То есть если износ будет именно на правой части, то у нас, соответственно, будет кидать. Поэтому учите это тоже, если кто на одном колесе будет как бы дрифтить. Что важно еще отметить. Давайте мы проедемся сейчас до тайр-сервиса. Все вы знаете, что около как бы
кар-сервисов, то есть, да, СТОшек, появились именно тайр-сервисы, то есть по колесу. То есть, если у нас резина износилась, то нам нужно обязательно его починить, восстановить, да. Это возможно сделать возле кар-сервисов. Но только что я был возле кар-сервиса, но там не оказалось именно такого пункта. Поэтому поедем на мою мастерскую. Это не реклама, просто так совпало. Поэтому едем. Я сейчас прокручу видео до того момента, как мы прибудем туда. Ну что, друзья, мы подъезжаем в свою мастерскую. По дороге сюда я пару раз как бы потерял управление за счет резины. Поэтому нам нужно в первую очередь починить кузов. Давайте сделаем это. Все, мы починились. Дадим назад. И, соответственно, смотрите, возле моей мастерской вы всегда можете восстановить свои шины. Поэтому заезжайте, не стесняйтесь, мы всегда рады. Так, заехали. Все. Как мы видим, смотрите, если смотреть на эту шкалу, у нас полностью резина восстановилась. И, соответственно, текстура именно колеса восстановилась тоже. Поэтому вот так вот. Это был мини-гайд именно по колесам, по шинам. Я надеюсь, оно оказалось очень полезным. Если оно оказалось для вас полезным, обязательно проставьте свои лайки. В ближайшее время я, возможно, войду в онлайн, поиграю, может, придумаю снова небольшое соревнование. Возможно, также побежим. Но лучше, конечно, найти машины, сервак с машинами, где будут отсутствовать читеры. Если получится, проведу там как бы мини-соревнования. Либо еще какой-нибудь формат. Я сейчас думаю активно над проведением соревнований, таких более серьезных, но пока как бы до конца ничего не выяснил, да, подводных. Хочется заранее как бы предугадать все подводные камни. Мне обратились несколько человек, некоторые, одна есть группа даже, которая именно проводит такие гонки. Пообщаюсь с ними, посмотрим, что из этого выйдет. Поэтому спасибо всем, что посмотрели, спасибо, что поставили лайки, спасибо, что подписались, что поставили колокольчики. Мне очень приятно. Я прошел рубеж 25 тысяч подписчиков. Надеюсь, 30-ка не скоро. То есть скоро. Да. Вот. Всем спасибо и всем хорошей недели и удачи вам, друзья. Спасибо.